Привет, друзья, подписчики моего канала. Сегодня у нас будет рецепт караси в сметане или со сметаной, как вам удобно. Вечером приехал с рыбалки, поймал карасей, нормального размера. И сейчас почистим и пожарим их в сметане. Караси в сметане — это классика, это просто, это вкусно. Но мы сделаем как-нибудь не совсем обычно, с жареной картошечкой, с зеленюшкой. Будет вкусно. Поехали. Первым делом поймать карасей. Вечером поймал. До утра они пролежали у меня в морозилке. Абсолютно свежие. Так, сейчас маленький лайфхак. Чтобы не летела чешуя по всей кухне. Налейте в таз воды и чистите их в воде. Сейчас все покажу. Вот, наливаем воды. Берем карасика. И не острой стороной ножа, а тупой. Прям в воде. Просто начинаем счищать аккуратно чешую. Ничего у вас не летит по кухне. Жена не будет ругаться. Все будет чистенько и аккуратненько. Свежие караси чистятся хорошо, вообще без проблем. Видите? Все. Можно в целлофановом пакете чистить, но там не очень удобно, там не видно, как идет очищение карася. Видите? Пару секунд, и одна сторона почищена. Сейчас вторую сторону почищу и покажу еще одну штучку. Ребят, когда чистите брюшко, вот до него дошли, вот здесь вот брюшные плавнички, здесь вот у него на груди такой панцирь. Его можно счистить вот так, чуть-чуть подрезали, просто взяли руками и оторвали. Его счищать очень сложно, он тут приросшее все. Вот, хорошо снимается. Видите, все легко и просто. Поднимаем же крышечку, пальцем раз, жабры, хоп, хлоп, все. Сейчас выпотрошим, промоем, и карась будет готов. Ну, со второго, я думаю, то же самое, показывать смысла нет. Так, друзья, все, рыба почищена, помыта. Карась очень вкусная рыбка, но она костлявая. И дальше, сейчас вот важный момент, мы будем ее шинковать. Сейчас покажу, как правильно делается. Ну, хочу маленькое отступление сделать. Друзья, огромное всем спасибо, кто пишет комментарии. Но отдельно хочу обратиться к тем комментаторам, которые утверждают, что не едят карасей, только жареных по-якутски. По-якутски — это когда карась не потрошенный, разрезается между двумя первыми ребрышками, есть дырочка, вытаскивается желчь. И карась жарится не потрошенный, с кишками. Друзья мои, по-якутски карась жарится не круглый год, а только тот, который пойман вот по первому льду, поздней осенью, уже по первым заморозкам. Дело в том, что карась перед тем, как зимой уходит в анабиоз, он не питается, осенью он откармливается, наедается. И вся еда, которая у него осенью он кушает, он очень много начинает есть, и она вся превращается в жир и откладывается в кишках у него. И в кишках практически нету того, что должно выходить летом. А летом он кушает и какает, извините, и карасей летом по-якутски не жарят. Друзья мои, если вы чего-то не знаете, лучше спросите, но никогда не утверждайте того, что вы чего-нибудь знаете. Читаю, и вот, честно, смешно. Всем спасибо, кто пишет комментарии. Маленько вникните в суть. Если вы говорите, что по-якутски, то по-якутски делайте поправку. Жарят только зимой карасей пойманных, потому что они не питаются, и у них в кишечнике жир, а не то, что должно выйти. Так, ну ладно, следующее отступление закончим. Давайте теперь пошинкуем карасика. Так, пузыри воздушные оставляем, их жарим, они вкусные. Правильная шинковка карася. От того, как вы пошинкуете карася, зависит, будут там косточки или нет. Берем нож под прямым углом от хвостика. Кому как удобнее, это не принципиально, но нож должен быть под прямым углом. И делаем вот такие надрезы. Чем мельче вы их сделаете, слышите, как хрустят кости? Прорезаем до позвоночника. Слышите? Вот, это вот кости хрустят. Если вы порежете крупно, там, ромбиками, всякие разные, это будет уже не то. Косточки не пережарятся. А вот так, они сейчас будут меленькие, и они просто сгорают от температуры в масле. Есть нам пару товарищей на комментариях, пишут постоянно, что ничего это не работает. Все это работает, это проверено уже не одно столетие, это не я придумал. И люди, которые живут на реке, это все прекрасно знают. Шинкуйте как можно мельче. Шинковать можно любую костлявую рыбу, но не крупную, до килограмма, не больше. Крупная шинковка нельзя делать. В крупной рыбе кости уже грубые, и вы просто сделаете очень много маленьких меленьких косточек. Смотрите, до спинки вот дошли, а здесь уже начинаются ребрышки. Здесь костей нету, они только в спинке. Вот так приподнимите чуть-чуть край и прорезаете до позвоночника, до конца. Все очень просто. Давайте покажу вам крупным планом. Вот, положили, пальцы ставим вот так и пошел. Все, готово.
дорезана до позвоночника. Вот в этом случае костей не будет. Проверено. Так, все, друзья, как рыбу пошинковали, ее нужно присолить. Солим обычной мелкой солью, присыпали. Брюшко не забываем насыпать сольки сверху. И вот так руками чуть-чуть разгладили. Все. И надо оставить ее минут на 15-20, чтобы она постояла. Сейчас из нее лишняя вода стекет, мы ее сольем. А пока рыба подсаливается, займемся луком для начинки. Сейчас сделаем вкусненькую начинку для наших карасиков. Так, ну что, друзья, пока караси подсаливаются, подготовим для них начинку вкусную. Нам понадобится немножко укропу, немножко зеленого луку и средняя головка обыкновенного репчатого лука. Репчатый лучок мы порежем не полукольцами, а вот так вот на перышко. Режем тоненько. Так, и вторую часть. Так, укладываем в тарелку лук. Возьмем пару веточек укропа. Это пойдет все в начинку. Меленько тоже покромсаем. Так, ну и зеленого лука давайте добавим. Хуже не будет. Это уж точно. Так, готово. Дальше. О, пахнет уже замечательно начиночка. Щепотку соли. И свежемолотый перчик. Вот так. Отлично. Теперь все это дело пожмем, чтобы все вкусы от лука, от укропчика, все дело объединилось и дало сок. Все, вот такая ароматная начинка для карасей. Так, сейчас караси уже посолили, сейчас я приберу. Включу, разогрею сковороду с маслом и будем жарить. Так, смотрите, жидкость я слил с карасей. Закидываем вовнутрь карася плавательный воздушный пузырь. Также в каждого карася добавляем кусочек сливочного масла. И половину, ну у меня 2 карася, половину начинки. Вот так. Выглядит уже эпично и пахнет классно. Все, со вторым делаем то же самое. Кусочек масла и зелень оставшуюся. Что? Нагреваем на сковороде масло, насыпаем в тарелку муки, обваливаем в ней карасей в муке. У меня обыкновенная пшеничная мука, ну можно кукурузную взять, можно взять крахмал. Но я беру обычно муку, карасей муки обваливаю. Оп. Пошел первый карасик. И второй сейчас туда пойдет. Все, жарим до корочки. Минут 7-8, наверное. Переворачиваем. Отлично. Друзья, карасей жарю на сильном огне. Они сейчас внутри еще сырые, они не пропеклись. Они доводиться будут в духовке уже под сметаной. Пока жарится эта сторона. Сейчас займемся сметанным соусом. И вот здесь я уже подготовил картошечку. Это будет гарнир. Сейчас караси поджарятся. В этом масле, которое останется, я поджарю картошку. А потом уже будем делать дальше караси. Так, друзья, для соуса берем банку сметаны пол-литровую. Выливаем ее. Сметаны много не будет, ни в одной часе. Мы все это дело зальем. Оно упарится, утушится. Так, банка готова. Масло с крышки тоже сюда. Дальше я возьму ложку майонеза, у меня Махеев. Возьмите какой-нибудь другой. У меня оливковый хороший. Мне нравится вот это. Постоянно. Прям ложку сюда бурк, чтобы было поинтереснее. Оп. И вместо соли я добавлю тоже терияки. Можно соевый соус добавить. Ну, терияки поинтереснее, у него вкус такой побогаче. Тоже буквально ложечку. Немного. Перемешиваем. Так, сейчас надо еще сюда строгануть укропа. Зеленюшка летом идет везде. Меленько сейчас его тоже покромсаю, укроп. Укроп пошел. Лук не будем добавлять, только укроп. Соус лук не надо. Все это дело перемешиваем. Так, еще давайте сюда черного перца. Ну, вот сейчас у меня смесь тут. Бахнем. Получается вот такая ароматная, вкусная штука. В ней мы и запекем наших карасей. Все, соус готов. Сейчас дожариваю карасей, жарю картошку и будем уже собирать наше блюдо. Так, друзья, смотрите. Картошку я обжарил, но она еще сырая тоже. Так, чуть-чуть тише обжарил с двух сторон быстренько на сильном огне. Слил лишнее масло, просто сковородкой придержал, слил. Теперь выкладываем сюда карасей на картошку. И теперь все это дело заливаем нашим сметанным соусом. Сметаной. Прям так добро. Ну, весь сколько есть. Сейчас все соки, что будут выходить, все будут пропитывать картошку. И это будет офигенный гарнир. Разровняем. Оно само растекется в духовке. Ну, все, у меня сейчас разогрелась духовка до 200 градусов, пока я жарю картошку. Я включил ее, она нагрелась. Поэтому у меня, ребят, сковородка без ручки. Что я частенько мне еще не запекаю. И прямо этой сковородкой сейчас все убираем в духовку. На 15-20 минут. Через 20 минут
Посмотрим, что получилось. Все, ставим в духовку и ждем 20. Так, ну что, друзья, вот 20 минут и готово. Смотрите, что получилось. Тут еще маленько кипит. Сейчас это еще пусть чуть-чуть остынет. Еще минут 5 будет. И можно накладывать и снимать пробу. Сейчас остынет, я выложу и по одного карася разберу и посмотрим, будут ли там кости или нет. А то некоторые товарищи до сих пор не верят, что карасей можно жарить, чтобы в нем не было кости. Так, ну что, смотрите. Крупный план. Все подпеклось. Все вкусное и сочное. Давайте посмотрим, косточки есть у него в спинке или нет. Чтобы всего сильно не ковырять, аккуратно разрежу. Духовка действительно спасает положение. И костлявая рыба будет абсолютно без костей. Смотрите. Разрезаем. Раз. Ой, как запахло. Сейчас попробую фокус поймать. Видно хоть одну косточку? Нет, потому что, видите, нет ни одной косточки. Давайте вот так покажу. Все косточки распарились, и их практически нет. Вот даже видно на шкурке, что вот так. Обычно они здесь вот торчат, сейчас их нет. Ну что, попробуем. Да что пробовать, я знаю, что это будет. Карась со сметаной. Очень вкусно. Ладно, друзья, на этом я заканчиваю это видео. Всем, кому было интересно и полезно, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно и бесполезно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, не пропустите новые видео. Ну и самое главное, пишите свои комментарии. Я всем читаю, я все читаю. И у кого какие-то вопросы есть, я обязательно вам отвечу. Ну все, друзья, на этом заканчиваем. Всем спасибо и всем пока. До новых встреч.